вода, чистая синей. Приравнять даже трудно. Правда? Да, синева необычайная. Мать ты моя, глаза-то у тебя точь-в-точь, как синь вода. Изольда Извицкая была одной из самых красивых актрис советской эпохи. В Париже открыли кафе, названное в ее честь. И никто не знал, что всего через 15 лет восходящая звезда закончит свою жизнь в небольшой московской квартире, в полном забвении и бедности. О карьере актрисы Изольда мечтала с детства. В ВГИК она поступила с первой попытки и начала сниматься еще во время учебы. Всемирную славу девушке подарила роль партизанки Марютки Басовой, влюбившейся в белогвардейского офицера в фильме Григория Чухрая «41». Чудной какой-то парус-то. Не похож, чтоб рыбалка. А ну-ка, жарни еще разок. Картину показали на Каннском кинофестивале, и Извицкую ждало большое будущее. После громкого успеха актриса сыграла в нескольких десятках фильмов, но они не получили большой популярности, а потом ее вовсе перестали приглашать на съемки. Изольда тяжело переживала закат карьеры и начала выпивать. Детей у нее не было, а муж ушел к другой. В марте 1971 года Изольду обнаружили в ее квартире. Она скончалась от длительного голодания и хронического алкоголизма в возрасте 38 лет. Ты мне давай синие блюда. На, вилочки давай. Ножи. На. Дорогой товарищ под одеялом, буду очень рада, если вы зайдете к нам в гости вместе с Лидой. Боюсь, что у нас не получится. Все? Кругом и шагом марш. Елена Майорова. В отличие от Извицкой, у Майоровой не получилось поступить на актерский факультет с первого раза. Но девушка не сдавалась. Ради мечты Елена готова была работать сутками. Старания не пропали даром. И в итоге ей все-таки удалось убедить приемную комиссию ВГИКа в своем таланте и попасть на курс к мэтру Олегу Табакову. Актриса сыграла в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Забытая мелодия для флейты», а в Греции Майорову даже окрестили русской Гретой Гарбо. Он будет здесь. Ты что, Ира? Ты зачем отдала финскому мое финское платье? Сколько можно повторять? Ну, финское я стираю сама. В конце августа 1997 года из дома рядом с театром Моссовета выбежала охваченная пламенем женщина. Прохожие потушили одежду и вызвали скорую. Но пострадавшая, которая оказалась Елена Майорова, скончалась от серьезных ожогов в больнице. Ей было 39 лет. Согласно официальной версии, смерть наступила от несчастного случая. Женщина пролила на себя керосин, после чего вышла в подъезд покурить и случайно подожгла платье. Но споры вокруг происшествия не утихают до сих пор. Знакомые Майоровой утверждают, что она могла покончить с собой. Лида, ты что? Лида, ты что? Лида! Ты не заболела часом? Тут другое. Маленький у нас будет.
не смоют любовь. Не смой. Анастасия Иванова. Самоотверженную девушку Лиду из драмы «Не могу сказать прощай» зрители любят и помнят до сих пор. Для Анастасии Ивановой эта роль стала самой яркой, ведь за свою недолгую карьеру она снялась всего в нескольких фильмах. Лёша, мне нужно сказать тебе одну вещь. Только не о других мужиках, но сегодня не все свободны. Лёша, я беременна. Могла бы написать. Но я сама только недавно узнала, наверняка. Расскажи нам стихи о зиме. Значит так. Стихи о зиме. Так. Зима. Крестьянин торжествует, огромник обновляет путь. Очень остроумный, Сергейчиков. Очень. Молодец. Выйди из класса. Люди искусства всегда тяжело переживают отсутствие предложений от режиссеров. Но у актрисы была счастливая семья, которой она посвящала все свое время. Любовь пришла к девушке вместе со Славой. Она вышла замуж за своего коллегу Бориса Невзорова и родила дочь Полину. Супруг Ивановой мечтал попробовать себя на режиссерском поприще и мог бы вернуть любимую жену в кино, но ее жизнь трагически оборвалась в 34 года. Летом 1993 года изувеченное тело Анастасии обнаружили в ее квартире. Причиной смерти стало удушение и ножевые ранения. Дело долгое время не могли раскрыть, но потом следствие выяснило, что преступление совершил знакомый семьи Сергей Просветов. Под благовидным предлогом он зашел в квартиру Ивановой, жестоко убил ее и скрылся, прихватив находившиеся в доме ценности. Наказать преступника не удалось, так как он погиб во время бытовой ссоры. Мне нужна ваша помощь. Это я уже слышал. Ну что ж вы, смелее. Я должна наказать 4 человек. У меня большие неприятности из-за них. Теперь их очередь. Ирина Метлицкая. Утонченную красавицу Метлицкую называли загадочной женщиной. Детство актрисы прошло в бедности, а сама девушка всегда была довольно замкнутой. Начинала Ирина с небольших ролей в картинах «Расписание на послезавтра» и «Личное дело судьи Ивановой», а звездой она стала, сыграв в фильмах «Куколка», «Палач» и «Черная вуаль». Личная жизнь Ирины тоже складывалась счастливо. Она влюбилась в актера Сергея Газарова, вышла за него замуж и родила 2 сыновей. Пара счастливо прожила 14 лет, но в 1995 году актрисе поставили страшный диагноз – лейкемия. Метлицкая никому не рассказывала о болезни. Она лечилась, сильно похудела, но продолжала играть в театре. Сергей Газаров нашел способ отвезти жену в Париж, где ей сделали операцию, но все было тщетно. Ирина скончалась 5 июня 1997 года от лейкемии, не дожив несколько месяцев до своего 36-го дня рождения. Надежда Смирнова. Сниматься в кино она начала задолго до поступления в ВГИК. Популярность пришла к ней в 16 лет, после выхода фильма «Сказка как сказка», где Надежда сыграла принцессу. После этого были картины «Дачная поездка сержанта Цибули», «Джек Восьмеркин. Американец» и совместный советско-мексиканский проект «Эсперанса». В студенческие годы Смирнова познакомилась с Сергеем Белошниковым, который в то время учился на режиссера. После красивого романа молодые люди поженились и прожили вместе 10 лет. Но в 1995 году актриса внезапно скончалась на 33-м году жизни. Сведений о смерти Надежды немного. Официальная версия гласит, что она страдала онкологическим заболеванием. Но есть и другая. Якобы Смирновой потребовалась несложная операция. Но в результате врачебной ошибки у девушки начался перитонит.
Справиться с осложнениями медики не смогли, и Смирнова скончалась в палате реанимации. Гудбай, мой мальчик, счастливо желаю удачи. Гудбай, мой мальчик, уходит твой трамвайчик. Гудбай, мой мальчик. Уходит последний трамвайчик. Мария Зубарева, актриса, родилась в творческой семье, и родители, которые прекрасно знали о сложностях актерской профессии, были категорически против того, чтобы дочь посвящала ей жизнь. Хоть Марина и была послушной дочерью, но тут она настояла на своем, и вместо журналистского факультета она поступила в «Щуку». Зубарева сыграла несколько небольших ролей, а популярность к ней пришла после картины «Мордашка», где она снялась вместе с Лией Ахиджаковой и Дмитрием Харатьяном. В начале 90-х актриса сыграла в первой российской мыльной опере под названием «Мелочи жизни». Во время съемок в сериале, который приобрел огромную популярность, у актрисы обнаружили рак. Болезнь быстро прогрессировала, и в ноябре 1993 года Зубарева скончалась. Ей был 31 год. Сиротами остались 3 детей – дочь Анна и двойняшки Роман и Лиза. Ты по поводу вчерашнего предложения? Ну да. Что ты решила? Макс, я правда тебе очень благодарна. Я все хорошо обдумала. Но... Ну, понятно, значит, нет. Нет. Макс, ну пойми, я была в плохом настроении, наверное, немного устала. И вообще, Кладиенко, я тебе тоже зря рассказала. Наталья Юнникова, очаровательная женщина-следователь из сериала «Возвращение Мухтара», была не только талантливой, но и сильной женщиной. После школы она поступила сразу в 3 актерских вуза, но остановила свой выбор на щепке. Во время учебы Наталья нашла свою любовь и после скоротечного романа уехала с мужем в Израиль. Но жизнь за границей не сложилась. Супруг Юнниковой влез в долги, которые пришлось выплачивать жене. Наталья вернулась в Россию, много работала и воспитывала сына Ролана. Актриса сумела вернуться в кино и завоевать популярность у зрителей. Ее карьера и дальше бы развивалась, если бы не трагическая случайность. В 2017 году Наталья неудачно упала прямо у себя в квартире. Результатом стала закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг. Актрису доставили в больницу, врачи боролись за ее жизнь, но 26 сентября она скончалась, не приходя в сознание. На момент смерти ей было всего 37 лет.